Я желтый. Я делаю разное. Если подробней, то я занимаюсь музыкой, играю на инструментах, делаю музыку, делаю визуальные проекции, программирую всякие интересные штуки. Может быть, вы слышали недавно, год назад, это была достаточно популярная тема. Я сделал искусственный интеллект музыканта, который импровизирует джаз. То есть я программирую, играю музыку и путешествую. Я до 15 лет не слушал музыку вообще, в принципе. Я не понимал, что это, зачем это нужно и какие это эмоции может вызывать. Но в какой-то момент времени я просто сломал ноги, получил от вселенной, от своей бабушки кассетку с Пинк Флойдом. Подумал, что это так скучно, это ужасно. Очень скучная музыка. А потом мне понравилось, я пробовал играть на гитаре. Ну, это, в общем, общий процесс для всех. Ты играешь вначале на гитаре, потом ты думаешь, а что, может быть, я поиграю еще на гитаре, а потом у тебя аккорд С получается. Ну и как бы это все очень, да, такая типичная история. Естественно, долгие годы я думал, что, например, играть на саксофоне это очень сложно. Это требует очень большой подготовки, очень много времени. И в принципе так и оказалось. Я думал, что я слишком стар для этого занятия. Думал, что это так сложно, и у меня уже нет времени на это. Я уже 20-летний там человек, и это уже достаточно большой возраст. Я начал делать флейты. Это на самом деле японская флейта, называется сякухати 1.8, переводится буквально. То есть 1.8 их меры длины. Конечно же, она, возможно, там не до конца соответствует размерам, но я могу продемонстрировать, как это звучит примерно. Я не могу сказать, что на меня Днепр или Украина как-то влияет или не влияет. Ну, для этого нужно сделать очень много шагов в сторону, чтобы посмотреть на себя со стороны, чего бы я пожелал большинству украинцам, и слава богу, это происходит. Люди начинают больше путешествовать, переосмысляют свой опыт, понимают, что не только в Италии вкусно кормят, не только во Франции есть культура, и это нормальный абсолютно этап для развития людей. Для меня это тоже был такой же примерно этап. То есть, когда я начинал путешествовать, я думал, что ну вот, я же из Украины, ну там у нас там свое постсоветское, мы там не то чтобы что-то понимали. А потом оказалось, что все на самом деле понимают, как людям нужно. И понимают везде по-разному, и вопрос даже не в том, откуда ты или какой бэкграунд за собой везешь, а вопрос в том, какой ты человек в первую очередь, и как ты сформировался как личность. Уже в Индии я когда находился, мне стало очень интересно, во-первых, индийская музыка, потому что она в корне базируется на импровизации. То есть импровизация — это ключ к индийской музыке. И мало того, ты не каждую импровизацию можешь играть в любое время там, дня или ночи. Каждая импровизация привязана к определенному состоянию сознания А и времени суток Б. То есть есть некоторые раги, как это называют, спасибо, в индийской классической музыке, которые можно играть только на закате. Есть некоторые раги, которые можно играть только на рассвете. Есть некоторые раги, которые ты играешь только когда ты рад. Или есть некоторые раги, которые ты играешь, когда тебе грустно.
И для индусов это настолько же естественно, как для нас поесть борща. Это не вызывает никаких вопросов ни внутренних, ни внешних, это абсолютно естественно. И когда я внедрился в эту концепцию импровизационной музыки и бесконечного нахождения себя в моменте, это был поворотный момент, конечно, для моего творчества. То есть до этого я занимался музыкой с позиции, что, ну, я хочу играть на гитаре, но, наверное, я сыграю песенку, которую я на самом деле не хотел играть. Я играл какие-то песенки, которые, ну, к которым аккорды я мог найти, в принципе. Поэтому Индия поменяла мне сознание очень сильно и мощно, в том смысле, что я могу импровизировать постоянно, безостановочно и быть в моменте здесь и сейчас. То есть, и это меня привело в итоге к джазу, к дарк-джазу, к жанру, с которым я себя идентифицирую, я бы сказал. Потому что для меня джаз — это музыка, которую ты играешь в бесконечной импровизации, находясь здесь и сейчас. Есть темы, есть как бы какие-то классические моменты, которые так или иначе проскакивают, но основная концепция джаза, что джаз был создан черным музыкантом в Новом Орлеане, который не мог запомнить ноты. Его просили сыграть трек, а он не мог запомнить ноты, которые надо было сыграть. И как бы он импровизировал каждый раз на эту тему, как бы, да, то есть какие-то тональности он знал, и какие-то ходы он знал, но при этом это была бесконечная импровизация, и так родился джаз. И джаз для меня, в первую очередь, это бесконечная импровизация и нахождение, это медитация, это нахождение здесь и сейчас, и это роднит ее с индийской музыкой, и из сплава этих двух культур родился для меня дарк-джаз. Так как я начал делать инструменты с японской флейты, следуя японской философии, как бы их буддизма, которую они восприняли для себя как данность, который был смешан с синтеизмом. Естественно, это не только физическая конструкция, потому что, делая инструмент, ты делаешь себя в первую очередь. Конечно же, когда ты играешь музыку, ты делаешь себя в первую очередь. Инструмент — это инструмент. Что мы понимаем под инструментом повседневной жизни? Молоток — это инструмент. Отвертка — это инструмент. Пила — это инструмент. Музыкальный инструмент — это тоже инструмент. Есть разница в том, мастер ли ты, когда ты делаешь что-то. Это господствующая для меня концепция. То есть, если ты стремишься каждый раз сделать что-то лучше, ты стремишься к мастерству. Если ты просто печатаешь диск за диском, это просто ремесленничество. То есть, что тоже хорошо. То есть, ремесленники достигают какого-то дзена в медитативной повторяемости действий. Я достигаю дзена в попытке превзойти самого себя. Поэтому мастерство — это переход от самокопания, саможаления к тому, чтобы понимать, что это этап, это наше учение, это наш опыт, и он делает нас лучше и сильнее. Если он не делает нас лучше и сильнее, это проблема, наверное, не опыта, а наша. И делая инструменты, конечно, для меня лично, я стараюсь быть лучше в том, что я делаю. Делая музыку, я хочу быть лучше. Проживая эту жизнь, я бы хотел жить ее дальше лучше, чем я ее уже прожил. Иначе все эта боль, все эти ошибки, которые у каждого из нас бывают, они не имеют никакого значения, если они нас ничему не учат. Музыка для меня это те вещи, которые невыразимы словами. Потому что если ты можешь выразить это словами, это уже не музыка. Если ты можешь сказать, зачем тебе рисовать, если ты можешь писать, то ты об этом напишешь. И бывает такое, что поэты, например, пишут стихи шифрами, которые понятны только им, либо еще кому-то из тех, кому это может быть понятно. То есть все это просто способ выразить себя, не говоря напрямую. Обычно, если вот я делаю трек, на какой-то инструмент у меня уходит день. То есть я просто его поднимаю вверх, слушаю конкретно в миксе этот инструмент, ухожу на кухню, там занимаюсь своими делами, слушаю. Меня цепляют что-то за ухо, я бегу в комнату
и поправляю то, что мне не нравится. Язык музыки для меня, как я уже говорил, это в основном импровизация, потому что импровизация может максимально четко, как зеркало, передать твой собственный взгляд в бесконечность и отразиться там, и вернуться обратно. Если с другой стороны тоже есть кто-то, кто может это пинг-понгом сыграть, отражение. Поэтому мой проект называется «Оркестр зеркальных отражений», потому что я в первую очередь играю сам собой. Если есть, конечно, другие люди, и они часто бывают, я этому очень рад, и это очень ценю, потому что это как интересное кривое зеркало. Мы все говорим об одном и том же, используя разные слова, разные ноты, разные настроения, и часто это просто диалог. Для меня музыка — это диалог, невербальный диалог. Для меня нет нот, которые неправильные. Для меня есть настроение, которое соответствует тому, что я хочу проявить из себя. И есть состояние, когда я чувствую, что я зажимаюсь и просто не могу дать что-то. Вот это для меня язык музыки — открытость в первую очередь. Язык музыки для меня в первую очередь это открытость к новому, это открытость к самому себе, чтобы не бояться заглянуть внутрь и выразить то, что ты действительно чувствуешь. Я бы посмотрел его истоки в кул-джазе 50-х. Это такой спокойный, плавный джаз, пост-бибоп, пост-хардбоп. Плюс то, что происходило в фьюжн-роке, включая там Pink Floyd и так далее. И спустя годы это вылилось в каком-то смысле. Я думаю, многие знают Дэвида Линча и Twin Peaks, известный сериал. Я смотрел его в детстве, мне не давали смотреть до конца. И вот саундтрек Twin Peaks это, наверное, первая волна дарк-джаза, которая вообще когда-то была. Это такая ностальгия по временам, которых уже никто как бы не застал, но о которых, как сейчас вот по 80-м, все любят аналоговые синтезаторы, да, и там, чтобы вот там... Вот примерно такая же ностальгия была в 80-х по 50-м. И это выразил радикально Дэвид Линч с Анджело Бадаламенти, естественно, с прекрасным композитором. Вторая волна — это были, наверное, Борен, Under Club of Gore. Это вообще немецкая группа, которая изначально играла очень тяжелый рок. И они в какой-то момент повзрослели и подумали, а почему бы нам не сделать мрачно, но только очень медленно и на джазовых инструментах. Это была, наверное, вторая волна. Третья волна, там, Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Dale Cooper Quartet and the Dictaphones. Много уже названий во второй волне, вернее, в третьей, да, и я вот как бы четвертая волна, то есть я вот на стыке с третьей волной. То есть, грубо говоря, Dark Jazz — это очень-очень-очень медленный импровизационный джаз, это отсылка к представляемому саундтреку фильма нуар 40-х, там, 50-х годов, шляпы, детективы, полутени, прострелы, печальная атмосфера. Это в каком-то смысле родственно киберпанк жанру. Это в каком-то смысле родственно эмбиенту, особенно дарк эмбиенту. Не тому, что делал Брайан Ино, а более темному и тягучему. То есть просто звуки пространств, звуки больших, пустых, странных пространств. И для нас это для Днепра это очень характерно, как для индустриального города. Ты часто ходишь по промзоне, слышишь эти странные звуки, вот просто шумы пространств. Для многих это проявляется в том, что они начинают делать индастриал музыку или no wave или new wave, whatever. Как курс валют, например, да, то есть это нормальный источник вдохновения для артиста быть в этой индустриальной среде. Но для меня это как бы еще звуки леса, ручьев, саксофонов по ночам, каких-то странных музыкантов, каких-то этнических инструментов. То есть для меня дарк джаз, я не называю даже то, что я делаю дарк джаз, для меня это frequency джаз. Мой первый альбом называется frequency джаз, частотный джаз. Это просто танец частот в пустоте. Вот все, что мы видим вокруг себя, так или иначе, это пустота. Мы смотрим на любой предмет, будь он материальный или как бы нематериальный, как воздух, да, мы не можем потрогать воздух, но это танец молекул, танец, который по сути вибрирует на определенной частоте, то есть
Вся реальность, данная нам в ощущениях, это по сути танец частот. И музыка, которую я делаю, это проявление этого танца частот через объектив конкретного воплощенного сознания. Я считаю, что каждый человек может себя выражать в искусстве. Будь то это изобразительное искусство, музыкальная музыка или там скульптура, неважно, перформанс. Вопрос, главный вопрос, который задает себе художник, что ты хочешь этим сказать? И это часто неправильный вопрос. А правильный вопрос, как ты хочешь это сказать? Насколько честно ты говоришь сам с собой, потому что мы все говорим сами с собой, когда мы делаем искусство. Слушатель часто или зритель это просто человек, который может сопереживать, открыться и почувствовать этот опыт и отразить нам самих же себя улучшенными или ухудшенными, неважно, это все категория ума. Основная концепция, что мы должны быть максимально честны сами с собой, иначе это не имеет смысла. Я не вижу смысла в искусстве, которое следует догмам, правилам, и при этом, то есть форме, и при этом содержания в этом, никакого нет. Просто человек просто делает видимость чего-то, а то, чего он на самом деле не является, и то, чего не чувствует. Чаще всего из своего опыта общения с людьми творческими по всему миру, я могу сказать, что эти люди, они просто не могут не всегда не до конца выразить то, что они чувствуют, настолько напрямую в тексте. Иногда это блоки в диалогах, то есть ты чувствуешь, что ты не можешь просто сказать какие-то вещи, потому что они будут там не приняты в обществе или еще что-нибудь. Если образ сконструирован, если это форма искусства, образ, то это отлично. Если человек честно так чувствует, когда играет, ты все равно это услышишь. Если человек честно рисует или пишет стихи, ты будешь об этом знать. Это неизбежно, потому что слушатель в первую очередь очень сильно чувствует ложь. Каждый раз. Если кто-нибудь из зрителей когда-то был, я надеюсь, на музыкальных концертах, если даже одна нота не в тему не в том смысле, что она неправильная, а что человек сам боится ее сыграть, и он так сжался и скукожился, и он понимает, что он не прав, это как вот нашкодивший котик, да. Значит, и зритель чувствует это. Поэтому надо быть правдивым с самим собой, понимать, что нет неправильных нот, ни неправильных, никаких угодно. Есть то, что ты делаешь, если ты это делаешь честно, это отлично. Если ты сконструировал себе образ, как, к примеру, не знаю, Мерлин Мэнсон, самый яркий пример, который я думаю, что многие знают. Конечно, это синтетический образ. Человек был очень зажат внутри себя, он был сыном пастора и вообще музыкальным журналистом, как бы. Но при этом на сцене он выглядит абсолютно иначе, и не факт, что в жизни он так себя ведет. Но это или Марлин Монро, которую точно все знают. Это Норма Джин Бейкер, это девочка с условно доильного комбината, такая щекастая, такая вот молодецкая, в косыночке, которая, по всем советским канонам хорошая женщина, наверное. Но она из себя сделала идола, икону, и это тоже часть искусства, нет? Это тоже часть искусства. Это сконструированный, конечно, синтетический образ, от которого, возможно, артист может быть сам глубоко несчастлив, но это не значит, что это не произведение искусства per se, само по себе. Поэтому здесь очень должна быть как бы тонкая грань. Я что могу сказать из своего опыта сугубо? Я видел много комиков, которые смешат людей, и они действительно смешные, но в жизни они депрессивны. Я видел блэк-музыкантов, которые играют супербрачную, депрессивную музыку, но которые в жизни хохотуны вообще, их не остановишь. Иногда сценический образ это может быть компенсацией для чего-то в жизни. Иногда сценический образ может быть просто прикольным образом, который человек хочет проецировать. Если это красиво и интересно, я только за. У меня мама программист, и я свой первый компьютер увидел в 91 году. Поэтому
Для меня компьютеры во многих смыслах понятнее, чем люди. Другой вопрос, что я не хотел бы работать на корпорации и программировать для корпораций, которые чаще всего делают не то, что человечеству действительно было бы нужно. Поэтому то, что я делаю я начал делать для себя. Я просто познакомился с Гошей Потопальским из Киева, достаточно известный человек в узких кругах. Алла Загайкевич с кафедры электронной музыки в Киевской консерватории. Вот интересные ребята из Киева, они мне немного приоткрыли глаза на то, что мой первый просто концерт как оркестр проходил в Киеве на Ильинской 16, где я вот имел счастье делить сцену с Аллой Загайкевич, с Пипой и с Александром из ВВ. Он после меня как раз играл. То есть я познакомился с классными, незашоренными, такими открытыми людьми, которые соединяли разные медиумы как инструменты для того, чтобы создать пространство, для того, чтобы создать атмосферу. Я посмотрел, что возможны проекции интересные, интерактивные, которые реагируют на музыку, на то, что происходит, на движение, что можно соединять панк-рок с украинским фолком, что вот это вот все, это было очень круто. Поэтому вот визуальный ряд, интерактивный в том числе, впервые, конечно, появился у нас у оркестра зеркальных отражений на концертах, потому что это было основное применение, потому что для нас в оркестре это первостепенная задача соединить визуал с запахами, со звуками, с пространством, чтобы воздействовать на чувства со всех сторон человека, чтобы как шаманы забрать его в путешествие, потому что иногда музыки недостаточно, иногда визуала недостаточно, иногда много чего может быть недостаточно, тем более для современного человека, потому что мы все очень легко отвлекаемся, тем более сейчас с телефонами 30 секунд, золотая рыбка по кругу, фокус внимания вот такой. Но если достаточно сильно воздействовать на органы чувств человека и показать что-то вообще вот радикально другое, вот, как я говорил в начале нашего разговора, что-то, что выходит немного за рамки и погружает на перекресток в сознании самого человека. То есть, когда ты не знаешь, какую полочку использовать для этого, куда это вообще поставить, вот тогда у нас включается вот этот вот здесь и сейчас, присутствие и так далее. И, конечно же, естественно, визуальный канал у человека один из самых сильных. Поэтому визуалы на концертах оркестра — это очень важная составляющая. Естественно, я начал экспериментировать с этим. Мы пробовали и танец, который там влияет на то, что происходит на проекциях, и может создавать музыку, и нейросети, которые нам подыгрывают на виртуальных барабанах, в зависимости от того, что мы играем. То есть это просто было мне интересно, потому что у меня очень много свободного времени. Я знаю многих классных, реально классных художников и деятелей, которые просто уехали учиться в Европу, потому что какой смысл в этом всем, да, здесь. Сейчас немного уже поздно пить зеленку, не говоря уже о том, что для многих мероприятий культурной столицы подтягиваются ресурсы из других мест, как будто в Днепре нет своих ресурсов. Что абсолютная чушь. Здесь очень много своих ресурсов было особенно и есть до сих пор. Но никто не заинтересован в том, чтобы их поддерживать. Как бы декларативно, конечно, ну есть там гранты. Но опять-таки, вот мы говорили частно, что гранты даются обычно под что-то. То есть ты должен озвучить какую-то конкретную мысль, которая, ну вот, как ты сказал, в трендах этого дня. И если ты эту мысль не озвучиваешь, тебе денег могут и не дать. А если озвучиваешь достаточно правильно, то могут дать, а могут тоже не дать. Главное кушать и причмокивать. И не кривиться никогда. И брать то, что дают. Это основная философия Днепра сейчас. Хотя
название изменилось, философия не изменилась. Надо кушать то, что дают, и причмокивать. Ты же голодный музыкант. Тебе дали, причмокивай. Днепр хорош для творчества в том смысле, что если тебя не очень сильно напрягает вопрос кормления своей тушки, и есть где ее кормить, то это достаточно комфортное место, потому что тебя в принципе могут никто не трогать. Это такое вот дно, на которое удобно залечь, для того, чтобы тебя вот социальные как раз конструкты не очень сильно трогали, и чтобы ты мог делать то, что ты делаешь, так, как ты это делаешь, если ты хочешь это делать. У меня есть такая теория, что наша жизнь величина более-менее постоянная. У нас есть определенный отрезок жизни, который как бы нам, скажем так, отмерен, неважно кем, мы не будем обсуждать это. Но этот отрезок можно поделить, например, на 3 кусочка. Например, я работаю вот эти месяцы, вот этот год, а потом это вот я отдыхаю, а потом у меня пенсия. И мы теряемся где-то вот между вот этими стыками бамбука. Можно к этому относиться иначе. Можно относиться к тому, что у тебя настолько глубокий опыт, что ты ставишь зарубочку каждый раз от глубины своего опыта на протяжении всей этой трубки. Но если подумать еще глубже, ты можешь на молекулярном уровне еще глубже зарубки поставить. Если это сказать по-человечески, так, чтобы люди понимали, то величина нашей жизни постоянная, но интенсивность опыта определяет ее глубину. И иногда для каждого из нас происходили такие моменты, когда вот бах, неделя просто потерялась, бах, месяц потерялся, бах, год потерялся. Вроде как ничего особо плохого не происходило, ничего особо хорошего не происходило. Просто жизнь текла по шаблонам. В чем проблема с шаблонами? В том, что для меня, в том, что ты идешь в АТБ, ты знаешь, где оно находится, ты знаешь полку, на которой лежит товар, который тебе нужен. Тебе не нужно никакое ни сознательное, ни даже бессознательное усилие для того, чтобы совершить это действие. И в итоге в этих автоматизациях, в этой шаблонной деятельности мы просто теряем момент внимания, теряем момент, когда мы на самом деле живы. Если мы себя немного поставим в другую ситуацию, грубо говоря, вот мы приехали в другой город, мы не знаем этого города до конца, мы не знаем, где АТБ. И даже если мы пойдем в условный Варус или Сельпо, чтобы не было рекламы никаких брендов, мы найдем другие полки с немного другими товарами, немного в других местах. И в какой-то момент мы такие: о, я не знаю, что делать дальше. И вот этот момент, когда я не знаю, что делать дальше, это перекресток всех вероятностей, которые вообще возможны в космосе. То есть с этой точки, с этого перекрестка ты можешь пойти налево, направо, вперед, назад, вверх, вниз, куда тебе хочется. И в этот момент ты чувствуешь, что ты свободен, и ты чувствуешь, что все возможно. И вот когда из таких моментов складывается даже вот небольшой отрезок вот этой трубки, которая вот нам дана, и чем больше таких моментов в этой трубке, тем более плотная и полная заполненность у губки жизни. Спасибо. Никто не знает. И те, кто говорят, что знают, они врут. Поэтому смысл жизни, я не думаю, что он существует в принципе. Но я могу догадываться, исходя из своего опыта медитаций и погружений в разные состояния сознания. Я вижу... Сейчас выдохну. Все, что проявлено, и все, что не проявлено, как взаимодействие энергии, как большой танец частоты. Грубо говоря, есть эмиттер, точка сингулярности, которая взорвалась, из которой родилась вообще
принципе, Вселенная. И есть огромная черная дыра в конце времен, точка омега, да, в которую в итоге все сойдется и снова получит свое существование в каком-то степени. Так вот эти две точки, они на самом деле не разделены ничем, кроме нашего восприятия. Наше восприятие пространства и времени и вызывает это, в принципе, разделение этих двух точек создания. И так появляется иллюзия реальности для меня. Что происходит с человеческим сознанием, воплощенным в этом мире? В каком-то смысле мы искры единого сознания, единственное, которое существует. Как бы сказали индуисты, это Брахма, который спит и видит сон, в сознании которого разворачивается действие. Как сказали бы Иисус, вернее христиане, это Бог Отец и вот там проявленный Иисус. То есть все религии говорят об одном и том же, но тут дело даже уже не в религии, даже не в физике, а за пределами этого. Мы все проявления одного и того же единого сознания, которое расщепилось и стало играть друг с другом в такую интересную игру. А давай я буду желтым, а давай я буду Васей, давай мы друг с другом поговорим, и давай мы будем притворяться, что мы разные люди и берем друг у друга интервью. А на самом деле мы одно и то же, и никогда ничего кроме этого и не было, и не существовало, и эта игра, данная нам в наших чувствах, это и есть смысл жизни. Мы проживаем ее для того, чтобы ощущать течение времени, для того, чтобы быть запертыми в несовершенной форме, которая временна, и для того, чтобы проходить уроки, которые иначе ты никак не можешь постигнуть. Будучи нематериальным, бессмертной сущностью, ты вряд ли сможешь понять, что такое любовь или страдание. Любовь, да, потому что из любви рождена, может быть, Вселенная, но что такое страдание, это непонимаемая концепция. И для того, чтобы создавалась вот эта видимая дуальность мира и видимость материи и времени, для этого существуют наши сознания, которые продолжают верить в то, что это существует. И проходят какие-то этапы для того, чтобы стать тем же самым, с чего они в принципе начали. Единым бесконечным светом. Я не думаю, что смерть существует в целом. Как она может существовать, если ничто в этом мире не появляется ниоткуда и никуда не исчезает? Мы все один бесконечный свет, который в итоге сольется воедино. Он разделился, чтобы была эта прекрасная игра с чувствами и с куколками и взаимодействиями прекрасными и интересными. Неважно, как они выглядят для постороннего наблюдателя, главное, чтобы наполнение в этом было. И в этом и суть, что надо чувствовать происходящее по возможности, если ты можешь. Быть в моменте и наслаждаться той жизнью, которая дана. И даже если нет в этой жизни особого наслаждения, то либо попытаться ее изменить, либо начать принимать то, что с нами происходит. Для того, чтобы сделать следующий шаг в своем развитии, и, возможно, дальше уже нужно будет принимать другие вещи. Мы не знаем, то есть я не могу сказать, что в этом есть какая-то цель. Цель стать единым. Но начало — это тоже единство. То есть смысл всей этой игры в самой игре. И в том, какие трансмутации мы можем позволить себе создать с людьми вокруг, с обстоятельствами вокруг и с самими собой. Это в этом и то, о чем я говорил, что мы должны стать чем-то большим.